Друзья, всем привет! Вы на канале Китай-Факт, и сегодня на обзоре у нас очень классный Powerbank от компании Baseus. Если вы помните, от этой фирмы я уже делал обзор на магнит-держатель для телефона в машину. Очень, кстати, классный магнитик, до сих пор им пользуюсь, очень удобная вещь. И с недавних пор у них появились, как оказалось, очень качественные и классные пауэрбанки. Приходит вот в такой коробочке и в дополнительной упаковке. Заказывал я его с Москвы, поэтому он пришел очень быстро, на второй день после заказа. Этот Powerbank на 20 тысяч мАч, есть у них и на 10 тысяч мАч с экранчиком с отдельным, где показывается остаток заряда. Вот как можете видеть, 20 тысяч мАч. Powerbank имеет 3 выхода и 2 входа. Также имеет быструю зарядку и вход-выход Type-C. На коробке есть официальная голограмма, это официальный продавец. Ссылку, кстати, на него оставлю под видео. Как можно заметить, Powerbank прошел много сертификаций, не только европейских, но и для продажи в Штатах. Так, ну давайте вскроем и посмотрим поближе. Так, друзья, внутри выглядит все таким образом. Вот сам Powerbank, и также идет провод micro-USB и USB. В комплекте также есть краткая инструкция, рекламка на новую двойную беспроводную зарядку. И в принципе все. Инструкция очень краткая, из нее можно только подчеркнуть некоторые данные. Она на китайском и на английском языке. Вот если вам видно, 20 тысяч мАч, 3,7 вольта, 74 ватт-часов. То есть, грубо говоря, 74 делим на 3,7, получаем 20 и умножаем на 1000. Вот и получаем 20 тысяч мАч. Номинальная емкость 12 500 мАч при 5 вольтах и 2,4 ампера. То есть, грубо говоря, если вы будете накачивать его вилкой адаптером 5 вольт, 2,4 ампера, то вы накачаете только 12 500 мАч емкости. То есть, пугаться не надо, это нормальная стандартная ситуация. И вообще, также в инструкции сказано, что емкость портативного источника питания, то есть самого Powerbank, вот 20 тысяч мАч, не эквивалентна количеству перезаряжаемых аккумуляторов из-за преобразования. То есть это также нормальная абсолютно ситуация. Не надо думать, что если 20 тысяч мАч, у вас, допустим, аккумулятор в телефоне 2000 мАч, и это значит, что вы сможете зарядить 10 телефонов. Нет, это не так, их будет гораздо меньше. Допустим, я уже погонял его немного, и на данный момент я заряжал подряд 6 телефонов. Но, друзья, я хочу сказать, что это очень даже круто. Так, что еще можно увидеть из этой таблички? Micro-USB вход, значит, у нас на 5 вольт 2,1 ампера, применяется для зарядки Powerbank. Также заряжать Powerbank можно через Type-S. Type-S работает как на вход, так и на выход. На вход работает 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера и 15 вольт 1,2 ампера. На выход работает 5 вольт 2,4 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера и 15 вольт 1,2 ампера. USB 1 и USB 2 это быстрая зарядка. Если в принципе у вас телефон поддерживает быструю зарядку, то телефон будет заряжаться гораздо быстрее. И оба USB работают на выход с такими показателями. Можете посмотреть, я перечислять не буду. Если занять все порты USB 1, USB 2 и Type-S, то на выходе будет 5 вольт 2,4 ампера. Также здесь есть размер 145 на 73 и 27 мм. Так, друзья, сам Powerbank выглядит вот таким образом. Здесь есть такая петля, допустим, воткнули, держите телефон и он заряжается. В принципе, удобно, только единственное, что она постоянно вот так торчит. Есть одна кнопка, сейчас мы до нее дойдем. Что немаловажно, здесь также перечислены все данные на самом изделии. И здесь снизу с торца также перечислены все показатели. Это, кстати, на самом деле немаловажная вещь, особенно для тех, кто часто, допустим, летает. Так как в аэропорту, если вас с Powerbank остановят и на нем не будет никаких характеристик написано, то в принципе могут отказать в провозе Powerbank и у вас могут его конфисковать. Согласитесь, ситуация будет неприятная. Поэтому всегда должны быть написаны характеристики на самом изделии непосредственно. Так, вот, друзья, 3 выхода, USB 1, Type-S, USB 2 и micro-USB находится с этой стороны, работает только на вход, используется для зарядки. Также здесь есть диодная шкала из 5 диодов, но именно показывает заряд батареи только 4 диода. Имеется в виду, что один диод 25% заряда батареи и 1/5 диодик крайний, это информационный диод. Сейчас чуть попозже я расскажу про него. Кнопка на корпусе при однократном нажатии показывает вам, сколько осталось заряда. Приходит он, кстати, практически полностью заряженный. Также этой кнопкой можно отключать питание. Да, кстати, друзья, по весу Powerbank довольно увесистый. В кармане его не потаскаешь, будет явно оттягивать карман. Поэтому таскать его придется либо в сумке, либо в рюкзаке. По размерам он в принципе небольшой, если сравнивать с телефоном. Размеры практически одинаковые, только он в 2,5 раза толще. Так, друзья, давайте посмотрим, сколько выдает напряжение в спокойном состоянии. Так, значит, вот порт USB 1 выдает 5,2 вольта. Давайте посмотрим USB 2. Вот второй порт USB также выдает 5,2 вольта. И давайте посмотрим при заряде телефона. То
То есть сейчас я беру простой телефон, который не поддерживает быструю зарядку. Так, и вот, друзья, у нас выдает 5,1 вольта и 0,8-0,7 до 1 ампера. Так, давайте теперь подключим телефон, который поддерживает быструю зарядку. Так, и вот, друзья, как можете видеть, показатели сильно изменились. Уже стало 8,8 вольт и 1,6, 1,5 до 2 ампер. То есть быстрая зарядка действительно работает. Да, кстати, при быстрой зарядке этот диодик крайний у вас будет гореть оранжевым цветом. Помимо проверки заряда пауэрбанка, эта кнопка также может отключать питание. То есть, вот, допустим, у вас заряжается телефон, вам надо отключить. Задерживайте кнопку на 3 секунды. И заряжать телефон либо планшет он перестает. Чтобы снова включить питание, можно просто кратко нажать на кнопку и оно возобновится. Так, друзья, предлагаю через тестер зарядить оба телефона и проверить, насколько долго они будут заряжаться. Этот телефон поддерживает быструю зарядку, аккумулятор у него на 3000 мАч. Этот телефон не поддерживает быструю зарядку, у него аккумулятор на 2000 мАч. И посмотрим, сколько мАч наш пауэрбанк затолкает в эти телефоны до 100% зарядки. Да, друзья, пару слов о тестере. Очень удобная штука, стоит копейки, а узнать по нему можно многое. Кому интересно, на него могу также оставить ссылку под видео. Так, друзья, вот я зарядил первый телефон, и давайте посмотрим, сколько с 0 до 100% заняло по времени и сколько мАч накачало. Так, друзья, заряжался он 2,5 часа и накачалось с него практически 1700 махов. Да, кстати, друзья, при 100% зарядке пауэрбанк автоматически отключается. Так, вот, друзья, телефон полностью зарядился и пауэрбанк автоматически отключился. Теперь давайте посмотрим, как он зарядит телефон, который не поддерживает быструю зарядку. Так, друзья, вот я зарядил второй телефон до 100%. По времени он заряжался 2 часа 45 минут и закачалось с него 1490 махов. Следующее, давайте проверим, как долго заряжается непосредственно сам пауэрбанк. Я буду использовать две разных вилки, они заряжают с разными характеристиками. Поэтому одна вилка будет заряжать быстрее пауэрбанк, но соответственно будет накачивать в него меньше махов. Другая будет заряжать дольше, но накачивать в него будет больше махов. Процесс этот не быстрый, но давайте все-таки посмотрим и замерим, сколько займет это времени. Пауэрбанк я наконец-то разрядил. Если нажать на диагностическую кнопку, то можно увидеть мигающие диоды. То есть они помигают и перестанут. Это означает, что он полностью разряжен. Так, друзья, будем заряжать вот такой вилкой сначала. Nokia, есть у меня такая старая вилка. Она выдает следующие показатели. Значит, на 5 вольтах будет заряжать и где-то 1,3-1,4 ампера. Сейчас давайте скинем все на 0, обнулим время и обнулим количество мАч. Для этого нужно зажать кнопку. Так, вот, все обнулилось, все по нулям. И давайте посмотрим, сколько времени займет полная зарядка пауэрбанка и сколько в него закачается махов. Так, друзья, вот я полностью зарядил наш пауэрбанк. Горят все 4 диода. По времени, значит, это заняло 13,5 часов и закачалось с него 18 558 мАч. Так, давайте посмотрим, как он будет заряжаться с другой вилкой, сколько это займет времени. Но для начала я его буду разряжать также через тестер. И посмотрим, сколько он отдаст мАч, и посмотрим общее количество времени. И только после этого будем заряжать его другой, более мощной вилкой. Так, я наконец-то разрядил пауэрбанк, зарядил где-то чуть больше 6 телефонов. Заняло очень много времени на самом деле. Вот, друзья, он полностью разряжен. Можете видеть, диодики мигают. И давайте посмотрим, сколько он отдал мАч и вообще сколько он отдавал, в принципе, это все по времени. Сейчас я подключу его к зарядке, чтобы можно было посмотреть. Так, и получается, что в общем он отдал 10 380 мАч и отдавал он это количество на протяжении 15,5 часов. И теперь давайте его зарядим более мощной вилкой, посмотрим, сколько он будет заряжаться и сколько мАч в него накачается. Так, друзья, вот я полностью зарядил пауэрбанк на быстрой зарядке. В основном показатели при зарядке были такие: 9,1 вольт, 2,1 ампера. Но ближе к полному заряду количество амперов соответственно снижалось. Так, вот можете посмотреть, все диоды горят, он полностью заряжен. Так, и давайте посмотрим, сколько времени это заняло и сколько мАч в него залилось. Так, значит, заняло это 7 часов и залилось с него 10 333 маха. Так, друзья, предлагаю сделать последний тест, полностью также его разрядить. И посмотрим, насколько его хватит, какое время займет до полной разрядки и сколько мАч он отдаст в итоге.
Друзья, наконец-то последний тест завершился. Я полностью разрядил наш Powerbank. Мне удалось зарядить телефон около 5 раз. И давайте посмотрим, сколько мАч он отдал и какое количество времени на это ушло. Сейчас я подключу, чтобы можно было посмотреть, потому что он полностью сел. Так, и вот получается отдал он 8923 маха и заняло по времени все это около 11 часов. В общем, друзья, отличный Powerbank на самом деле. Я его брал за 1500 рублей. За эти деньги он справляется со своей задачей просто на отлично. Да, заметил один минус в процессе эксплуатации. Очень легко царапается у него корпус. Не знаю, видно вам или нет, появляются такие царапинки небольшие, хотя обращался я с ним очень даже аккуратно, но тем не менее они откуда-то взялись. То есть корпус довольно легко царапается. Но для меня на самом деле это не очень критично, мне главное, чтобы он хорошо выполнял свою техническую сторону. Поэтому, друзья, кто ищет недорогой, хороший Powerbank на 20 тысяч мАч, то обязательно рассматривайте этот вариант, рекомендую однозначно. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Всем добра, пока-пока.